And that basically happens because rumen pH is increased, so there is a better rumen health, and that's partially due to an increase of fourfold in the number of transporters of VFAs, or volatile fatty acids, from the rumen. Что получается в смысле физиологии? Вот добавка этого сена у соломы из овса приводит к тому, что увеличивается pH и увеличивается количество, в 3 раза увеличивается или в 4 раза увеличивается количество переносчиков, которые питательные вещества через стенку рубца затаскивают в кровь. То есть добавление вот этой соломы приводит к тому, что вы получаете больше расход стартера, лучшую ситуацию по pH в рубце и плюс к этому большее количество активных переносчиков, которые питательные вещества затаскивают в кровь. Health is also very important for calves, and one of the most common disease that they have is pneumonia or respiratory disease. Статус здоровья животных тоже очень важен. И самая главная причина, по которой животные начинают отставать в росте, это респираторные заболевания. And they will typically experience respiratory disease when you mix the animals, when they move them from individual hatch into groups, about 2 months of age, or you do it earlier, a little bit earlier. Обычно это возникает тогда, когда вы из индивидуальных домиков животных помещаете, группируете. Это приводит к тому, что где-то с 60 по 120 дней, у 110 дней у вас вспышка респираторных заболеваний до гораздо меньше, просто потому что они индивидуальны и перезаражение минимально. А потом уже это будет меньше просто по 2 причинам. С одной стороны, животные стали старше, адаптироваться, у них лучше работает иммунная система. Просто вот после этих 110 дней у вас количество заболеваний, новых заболеваний респираторными и повторных инфекций опять же сокращается. And respiratory diseases are not only important because they can cause mortality and cost, they're also important because they will have short-term consequences on growth. So animals with BRD will grow about 10 kilos less than in the first 6 weeks after having that pneumonia than the animals that don't have pneumonia. То есть, если вы сравните рост животных, их привес в течение 6 недель после перегруппировки животных, у которых было респираторное заболевание, у которых не были, разница в весе теленка может достигать 10 килограмм. Просто потому, что у этих была респираторная проблема, а у этих не было. But it will also have long-term consequences, and this is the productive life of cows. And as you can see, as the number of respiratory processes that the animal experiences, the productive life of the animal decreases. Это график показывает общее количество молока, которое животное после отела может принести в течение своей жизни. Если у него не было совсем случаев респираторных, то вот это количество дней, которое дает молоко. Один случай бронхопневмонии сокращение, вы видите, что 4, практически в 2 раза вы сокращаете длительность использования этого животного для его продуктивной жизни. One way of minimizing respiratory disease that is free because it only takes management is to group the animals when moving out of the individual hatches according to their history of disease. Самый дешевый способ избежать перезаражения заключается в том, что вы, когда забираете животных из индивидуальных клеток, вы должны группировать их, учитывая, были у них проблемы с респираторными заболеваниями, либо нет. Если вы соблюдаете эту вещь, как, скажем, Алекс и ферма, которую мы делаем, я забегу немножко вперед, если вы соблюдаете эту вещь, им удается вырастить 75% телочек, которые ни разу не заболели респираторными заболеваниями. То есть они просто группируют больных с больными, то есть переболевших и вылеченных с переболевшими и те, которые не переболевали, отдельно. So instead of grouping animals by random, if you look at the history, you might have a better chance of decreasing disease. This is what we did here. We have 3 groups of animals, out of 8 animals per group. In the gray and in the beige animals, they are all healthy. They never had a case of BRD. Then we have the blue groups, which is 6 healthy and 2 with cases of pneumonia. And the gray is 5 healthy and 3 with cases of pneumonia. At the moment of commingling, all of them are healthy. Почему я люблю работать с Алексом, у него практически на каждый вопрос есть ответ. Вот эксперимент, который был проведен. Группируем животных по 8. В первой группе, вот это, ну такая серенькая, первый столбик, 0 животных переболевали респираторными заболеваниями. Вторая группа, 2 из 6 переболевали, и третья группа, 3 из 5 переболевали. Здесь вы видите количество заболеваний на клетку.
все равно эти переболевают. Но количество заболеваний на клетку всего 4, здесь 5, здесь 9. То есть, если вы 3 из 5 переболевали, в 2 раза практически количество заболеваний повторных на клетку увеличивается. Количество пораженных телят в этой клетке также видите здесь. Но еще один очень важный момент. Время до наступления первого заболевания существенно меняется. Если в клетке, вот в этих и в этих, мы имеем через 11 дней первое заболевание после перегруппировки возникло, то здесь мы имеем 18 дней. А что такое дополнительная неделя? Это более взрослый теленок, более крепкий, у него крепче иммунная система, и поэтому переболевание происходит гораздо проще. And 7 days might seem like little, but 7 days for these animals is about 7 kilo difference in body weight, and it's about 10% of their body weight, which means that once they become sick, they'll have more energy and more protein to fight that disease. Учитывая, что в это время, кажется, неделя не очень важна, но это самое начало жизни, они дают около килограмма. То есть это разница в 7 килограмм на каждом животном. Вы получаете существенно лучший материал, который вы выращиваете. Okay? Another concept that's interesting is whether to continue to invest on a heifer based on their performance and also reproductive performance. And what we've seen here is this is the number of inseminations that an animal needs as a heifer to become pregnant, and the odds or the chances of that animal to finish the first lactation. Еще одно наблюдение очень важное, которое было при анализе 700 с хвостиком голов, они посмотрели. Это приводит к тому, что если у вас телочка выращена нормально, и вам удалось ее осеменить с первого раза, либо со второго. Вот если вы осеменяете ее со второго раза, ее вероятность того, что она не доживет до года, на 25% выше, чем у той, которая осеменилась с первого раза. А если это количество осеменений возрастает до 4, то есть вам необходимо потратить 4 сперматозы, то вы практически получаете, что шанс, что она закончит первую лактацию, равен всего 50%. То есть вот количество осеменений. So the question is why? If you right. So if you have a heifer with more than 40 inseminations that's still open, that's going to be a heifer that's not going to calve at 22, it's going to calve maybe at 26 months. So it's going to be a very expensive heifer. And on top of it, half of the chances are that she's not going to finish the first lactation. So she's not going to be paid for the feed she's consumed as a heifer. Первая причина заключается в том, что если вы делаете 4 осеменения через каждый цикл, то оно вас никогда не даст первого теленка 22-23, это будет 28, то есть она просто будет дороже. И плюс к этому шанс у того, что она почему не осеменяется? У нее есть какие-то проблемы в организме, которые приводят к тому, что мы, может быть, их не можем выявить, но это приводит к тому, что все-таки это животное, шанс, то, что она закончит первую лактацию, а не будет выбракана или не погибнет по каким-то причинам, всего 50%. And the last message I would like to convey is that once we breed the animal and she's pregnant, there is no time for correction of mistakes. If we bred the animal too small, it's a mistake to try to put more energy and more growth on that animal. After breeding, the animal should grow slowly, about at 750, 800 maximum grams per day, because the more they gain, the less milk they will produce in the first lactation. И второй момент, вот мы вчера вечером эту волшебную формулу обсуждали очень долго. Смысл этой формулы сводится к следующему. У вас есть время скорректировать вес животного, телочки, только до осеменения. После осеменения, если она растет больше, чем 750 грамм или больше, каждый дополнительный грамм или килограмм приводит к тому, что продуктивность будет гораздо ниже. Здесь в этой штучке смысл такой, вот это средняя продуктивность, каждый килограмм плюс 10 килограмм по продуктивности вам будет давать. То есть у вас есть возможность корректировать вес животного только до времени осеменения. Если вы начинаете корректировать его после осеменения, вы просто получаете более жирное животное, то есть других кондиций, у которого сложнее будет отек, со всеми вытекающими, плюс к этому обязательно вы получите гораздо меньше молочную продуктивность. So the take-home messages would be that the objectives for heifer breeding are not commonly attained. That's because of lack of objective data to make decisions on it. And there is a lot of money at gain. If we reduce it just for calving, we can make about 10,000 euros net profit in 100 cows. Очень важно, чтобы в вашем конкретном хозяйстве, для вашей конкретной генетики были установлены вес при осеменении, вес при отеле, высота в холке, для того, чтобы, но для этого необходимо иметь определенную базу данных для того, чтобы сделать такое решение. Но если у вас это решение есть, вы можете гораздо раньше получить отел животного, сэкономив на кормах, сэкономив на всех остальных проблемах, потому что вы получите отел животного в 23, либо меньше, чем 24 месяца.
And growing rapidly in life will give us more milk as a cow. BRD or respiratory disease will compromise future milk production. To avoid that, we should commingle animals based on their history of disease. У них есть специальный эксперимент, когда они отъем проводили в 49 дней, 56 дней. Казалось бы, разница не очень большая. Но вот есть цифры, которые четко показывают, что если вы производите отъем в 49 дней, они начинают больше есть, больше вес давать со всеми вытекающими. Почему? Я задавал вопрос в прошлый раз ему. Очень просто. Телят очень любопытный. Так он лежит и лежит. И если он один, он не пойдет есть. А так все пошли есть, он просто посмотреть, что они делают. То есть количество корма, которое потребляет, возрастает, есть цифры, которые это могут подтвердить, и со всеми вытекающими вы получаете больше привеса. То есть максимальный привес в первые месяцы жизни телят, отъем в группах в определенное время, они на своей ферме делают 49. Необходимо учитывать количество респираторных заболеваний, группировать телят, учитывая историю респираторных заболеваний. И средний привес после осеменения необходимо, чтобы они были не очень высокими, потому что если вы после осеменения, после того, как животное стало стерильным, пытаетесь скорректировать привес, чтобы получить при отеле, так сказать, заданные параметры, вы практически потратите деньги зря и получите меньше. Спасибо.